Из-за продолжающихся актов пиратства и морской блокады со стороны США Иран отзывает соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооруженных сил. Вскользь замечу, что вот это сообщение появилось по окончании торгов на бирже ICE. Мне вообще очень понравилось, что сообщение о том, что мы все разрешаем в пятницу. Вот, смотрите, по какой-то необъяснимой причине, на самом деле по очень объяснимой, но по какой-то необъяснимой причине... Полдня оставалось на торги, а потом вот... Да. Каждый раз в пятницу какое-нибудь успокаивающее действие совершается. Из серии, дорогие друзья, что вы, мы уже практически договорились. Давай, нефть, иди вниз. А на выходных... Сейчас падает на пол. На пол. Начинает барахтаться, говорить, поднимите меня, пожалуйста. Ему говорят, нет, валяйся до конца торгов. Приходят выходные, и тут начинается. Собственно говоря, что началось? Вот это началось. Цены, так называемые, пока вверх не пошли, но общее настроение, я думаю, понятно. Там уже успели рассказать, какое количество судов успело пройти через Ормузский пролив, там вереница танкеров устремилась, а потом некоторым танкерам сказали, стоять, разворачивайтесь, идите обратно. Ай-яй-яй, как же так? Разворачивайтесь, развернулись, пошли обратно. Пролив. Пока ты вдалеке, он вроде бы открыт, приближаешься. Закрыт. Закрыт. Отошел чуть подальше, открыт. Это не эффект Доплера, нет? Это что-то другое? В общем, это пролив Шрёдингера. Он одновременно открыт и закрыт. И вот на фоне вот этих открытий, закрытий пролива хотелось бы поговорить не столь про политическую составляющую, военную составляющую, про морское пиратство, которое могут или не могут позволить себе Соединенные Штаты. Хотя, когда у вас там подплывают какие-нибудь военно-морские силы Китая, пиратствовать, наверное, не так уже удобно, как у берегов Венесуэлы, куда военно-морским силам Китая дольше добираться. Сложновато. Хотелось бы поговорить вот о чем. Знаете, тут глава Международного энергетического агентства выступил и поделился крайне пессимистичным взглядом на наше с вами нефтегазовое будущее. Точнее, как на наше с вами. На их нефтегазовое будущее. Так что давайте, наверное, следующую цитатку. Восстановление рынка нефти будет медленным, поскольку ущерб от конфликта США и Ирана затронул нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы по всему Персидскому заливу. Открытие за открытием. Указал Бироль. Это Фатих Бироль, это глава Международного энергетического агентства. Он позволил себе не назвать главное участвующее лицо, реально командующее Соединенными Штатами государство Израиль. Что его за это поставят в угол. Существует всеобщая уверенность, что в ту же минуту, как мы увидим Ормузский пролив открытым, добыча вернется к прежнему уровню. Это, на мой взгляд, заблуждение. Тут, кстати, можно даже согласиться с собой малость. Ситуация с восстановлением поставок сжиженного природного газа может оказаться более сложной. По оценке Бироля, возврат к нормальным показателям работы некоторых СПГ-терминалов, поврежденных в результате военных атак, займет более 2 лет. Это что же получается Международное энергетическое агентство, которое знаменито своими противонефтяными, противогазовыми, против традиционной энергетики оценками, прогнозами, рекомендациями, вдруг озаботилось нефтью, газом. А что случилось? А как же так? Что происходит? Как видишь, Бироль сумел прочитать то, что официально сообщил Катар. Всего 2 недели назад, по поводу 2 терминалов, которые придется ремонтировать более 2 лет. Не прошло и 2 недель, как Бироль смог это уже прочитать. А я предлагаю тогда еще оценки Reuters дать, чтобы прям все лучшие люди, все лучшие агентства, они вдруг неожиданно что-то стали подозревать. Итак, по данным аналитиков и расчетам Reuters, прекрасный расчет, мир потерял более $50 миллиардов из-за того, что с начала войны в Иране почти 50 дней назад добыча нефти не велась. Последствия кризиса будут ощущаться еще несколько месяцев и даже лет. По данным Кеплер, с начала
Кстати, без шуток, крайне уважаемая, адекватная организация. С начала кризиса в конце февраля с мирового рынка было выведено более 500 миллионов баррелей нефти и конденсата, имеется в виду газовый конденсат. Это крупнейшее нарушение энергоснабжения в современной истории. По данным Кеплер, в апреле мировые запасы нефти на суше сократились примерно на 45 миллионов баррелей, имеется в виду коммерческие запасы. С конца марта добыча нефти сократилась примерно на 12 миллионов баррелей в сутки. Ну, прям впечатляюще. Да, и в результате у нас формируется новый рынок с дефицитом физической нефти. Фьючерсов всем хватает. Фьючерсов... Нефти не хватает. Ну, кстати, фьючерсов тоже может не хватать. Да, мы же еще до понедельника не дождались. Вдруг там в понедельник всем фьючерсы очень понадобятся. Все побегут, начнут покупать, котировки пойдут вверх. Я бы на другое даже обратил внимание. Выведено более 500 миллионов баррелей нефти и конденсата. А я напомню, что из стратегических запасов стран Большой Семерки собираются извлечь примерно 400 миллионов баррелей. То есть дефицитик такой небольшой в 500 миллионов, а они собираются извлечь 400. Ну, тут нужно всех, конечно, успокоить. Были коммерческие запасы, были возможности сократить спрос, особенно когда у вас бензина нет в какой-нибудь юго-восточной азиатской стране. Ну, нет бензина. Люди бегают, требуют, а его нет. Это ты про Италию? Да. Конечно. Знаменитые... Нет, просто все так говорят про Юго-Восточную Азию, забывая там про Италию, про некоторые страны Европы. Мы забудем тоже. Я предлагаю забыть на секундочку. Я бы вообще был только рад забыть про эту Европу. Она старенькая. Дайте ей спокойно. Как говорится, старый свет. Так вот, если бензина нет, ну вот видите, вы уже экономите. И вот мало ли, что 500 миллионов баррелей нефти выбыли с рынка. Ну, значит, они не были нужны, потому что не было бензина, не было потребления. Значит, и не нужен этот бензин, и не нужна эта нефть. А сейчас 400 миллионов привезут, и все будет. Авиационный керосин вообще не нужен. Конечно, перед летом, сезоном высокого спроса, он никому не нужен. Запасы никто не делает. Это вообще никому не нужная вещь. Вот меня перед эфиром тут спрашивали, будем ли мы про авиационный керосин говорить. Я говорю, ну что ж тут говорить? А вот, оказывается, будем. А он не нужен никому. Что про него говорить? Вот в Европе будут в отпуск ездить на поездах. А поезда на чем? На угле. На электричестве, может быть. А может, там дрезина будет. Так, чук-чук-чук. Есть вариант. Ну, смех смехом, но на самом деле вот эти 500 миллионов, которых не досчитались за, считайте, 50 дней конфликта, заставляют задаться вопросом. Ну, как бы заставляют задаться вопросом, почему-то никто не задается. Вот я предлагаю. А если на 50 дней еще конфликт продолжится? Ну, вот кто его знает? Опять же, по оценке Кеплера, от того, что он завершится, не сильно что-то изменится. Минус 12 миллионов баррелей в сутки они уже есть. И есть подозрение, что добыча не сможет восстановиться быстро. Но вот предположим, что конфликт продолжится. 500 миллионов баррелей за следующие 50 дней еще не досчитаются. Примерно. Это... как бы так помягче выразиться, входит в некоторое противоречие с бравурными обещаниями, что сейчас 400 миллионов бросят на рынок, и этого хватит. Их вбрасывать собираются до июня, до середины июня, если я правильно помню. Нет, там дольше, до конца июля, самые поздние это стратегические резервы Японии, там должны были начать Соединенные Штаты, подключиться Европа, так месяц. Штаты начали. Уже в начале апреля там 2 миллиона баррелей извлекли, отправили куда надо. Куда надо, мы не знаем, но куда-то отправили. Куда, это не надо задаваться вопросом. Я думаю, до той поры, пока господин Бироль не проведет совещание с руководством йеменского движения хуситов, его прогнозы не до конца точны. У них может быть свое особое мнение, и тогда минус будет еще больше. О чем сегодня они, собственно говоря, сообщили, что в случае необходимости еще и Баб-эль-Мандебский пролив будет перекрыт. А я тут еще добавлю вот какой момент. Опять же, это не мы тут, в этой студии, что-то вам... Знаете, с марта начали рассказывать о том, что вот столько-то не досчитаются. Не. Во второй половине апреля некоторые очнулись и говорят, какой ужас! А оказывается, столько... В сарае нет четвертой стены. Это кошмар. Полтора месяца, черти что происходит, мы проснулись. В марте страны Персидского залива потеряли около 8 миллионов баррелей добычи в сутки. Это только про нефть. Мы не говорим про газ.
про который как-то все забывают, но он, знаете, вот маячит где-то рядом и говорит: ребят, поговорите обо мне, я тоже очень важен. По данным Кеплер, экспорт авиакеросина, вот авиакеросин подъехал, авиакеросина из Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна и Омана сократился с 19,6 миллиона баррелей в феврале до 4,1 миллиона баррелей в марте и апреле. Ну, то есть 15 миллионов баррелей авиакеросина как бы йог, да? Ну, и теперь, как в том анекдоте, летать будут исключительно в военных целях и низенько. Ну, есть еще... Пассажирские, ну... Нет, ну, есть же авиабензин. Поршневая авиация. Что она вообще вся куда-то делась? Нет, все садимся на кукурузники и летим. По оценке Reuters, этого объема хватило бы примерно, ну вот, они решили посчитать, на 20 тысяч рейсов туда и обратно между Нью-Йоркским аэропортом имени Джона Кеннеди и лондонским аэропортом Хитроу. Я не знаю, насколько эти подсчеты что-то говорят нашей уважаемой аудитории, но да, расстояние довольно существенное, 20 тысяч рейсов – это немало. Это уже существующий дефицит. Существующий дефицит, который, ну, нельзя покрыть обещаниями того, что если вы не разблокируете, то я вас заблокирую еще сильнее. Кажется, так Дональд Трамп тут пообещал, да? Он в школе-то учился. Минус на минус дает плюс. Ну, все правильно. То есть вам не хватает 12 миллионов баррелей в сутки. Вы перекрываете... О, кстати, нам пишут, есть еще дирижабли. Совершенно верно, но... Вы понимаете, в чем «но» заключается? Дирижаблям нужен гелий. На водороде не летают уже, гелий нужен. Всех успокоить. Давно не строили «Титаник-2», «Титаник-3». Тратить никуда не надо. Так вот. Кочегар, уголек. Не кочегары, мы не плотники. Так вот, для дирижаблей нужен гелий. А треть гелия в мире производил Катар. А Катар сейчас не производит и не поставляет. И опять мы упираемся в то, что, вот, понимаете, либо топлива нет, либо гелия нет. Кроме того, ну, дирижабль, он не просто так летит, ему там нужно, чтобы турбина или пропеллер, в общем, как он там будет двигаться. «Титаник-2». Так, не, там Гинденбург. Но тот на водороде летел. Тут надежнее. Вот не торопясь, грибные пароходики аккуратненько через океан. Торопиться не надо. Парусные суда, опять же. Нет, ну мы тут много чего можем представить. Чистые парусники. А тут проблема заключается в том, что вот эта вся история про то, что не хватает авиатоплива. Ну, раз за кадром попросили поговорить про авиатопливо, и тут мы про авиатопливо данные приводят, то мы можем сделать вот какое замечание. Это не просто люди не полетят куда-то. Это снижается деловая активность. Это снижаются вложения в перспективе. Снижаются вложения в смежные отрасли. Снижается количество заказов авиапредприятиям, которые производят не только готовую продукцию, но и различные запчасти, которые необходимы для проведения плановых ремонтов после определенного количества часов налета. Ну, вот, знаете, а тут меньше будут летать. Значит, нужно меньше деталей. Значит, меньше заказов. Значит, меньше закупок. Значит, меньше деловая активность. Значит, хопа, у вас снижаются показатели ВВП. Зато наносится удар по глобальному потеплению. Это правда. Глобальное потепление возьмет и уползет просто после того, как настолько сократится потребление нефтепродуктов и нефти в целом. Ну, в глобальное потепление вернется к ситуации где-то года 2014, судя по объему потребления нефтепродуктов. Ну, по объему потребления Бироль тоже прошелся. Ну, я тут Reuters еще предлагаю чуть-чуть процитировать, и мы там дальше к МЭА перейдем. У МЭА там вообще столько всего интересного. Если можно, 1.6 цитатку давайте выведем на экран. С учетом того, что с начала конфликта цена на нефть в среднем составляла около $100 за баррель, эти недостающие объемы означают потерю доходов примерно на $50 миллиардов. Это соответствует сокращению годового валового внутреннего продукта Германии на 1%, или примерно равно ВВП таких небольших стран, как Латвия и Эстония. Борис Леонидович, вот персонально вас хочу как-нибудь попросить прокомментировать вот последнее утверждение. ВВП небольшой страны Латвии или Эстония прямо пропорционален деньгам, полученным в качестве субсидий из общеевропейского бюджета. Так что как единица измерения, он так себе. Ну а уж что делает Германия с этим 1%?
Ну, то есть... Она и без керосина может. Ну, то есть, на самом деле, вроде как и хорошо, меньше нефти потребляют, и, как бы, и здорово, всем от этого только лучше, потому что вы меньше денег тратите на энергоноситель. Но этот энергоноситель лежит в основе массы заказов смежным отраслям, массы заказов различного рода услуг. И сейчас их нет, ни заказов, ни услуг. И поэтому вот эти 50 миллиардов долларов сокращения, о которых здесь сказано, на самом деле являются сокращением гораздо большим, потому что оно затрагивает массу вот этих самых смежных отраслей, о чем сейчас, как-то пока... Не этого касается. Все, что в мире производится по конечным пунктам потребления, доставляется в обычных случаях автотранспортом. Значит, дорожать будет все. Значит, эти 50 миллиардов долларов – это начало. А каким будет коэффициент размножения, покажет время. Нас тут просят рассказать про Брест-300. Знаете, наверное, все-таки не сегодня. Дойдем. Еще не будет ли превращаться там свинец в золото? Я думаю, нет, не будет. Но, может, сейчас... Нет, все можно, просто дорого посчитали, уже проверили. Да, можно получить золото, но дороговато. Если так пойдет дальше, золото подорожает. Может быть, производство золота из свинца тоже станет рентабельным. Но это ладно. Если хотите про Брест-300, загляните в плейлисты на геоэнергетике. 2 часа беседы с генеральным конструктором. Найдете, послушаете. Надеюсь, понравится. Вот, у нас тут 2 часов, к сожалению, наверное, нету, поэтому продолжим дальше. МЭА обещает падение спроса на нефть. Вот Международное энергетическое агентство нам говорит, что все, в этом году спрос на нефть упадет. С одной стороны, то еще открытие, а с другой стороны, давайте почитаем, о чем говорят. С другой стороны, на самом деле, приятно, что МЭА открыла для себя басню Крылова. Лисица и виноград. Да. Ожидается, что в этом году спрос на нефть сократится на 80 тысяч баррелей в сутки из-за войны в Иране, которая меняет наши глобальные прогнозы. Это на 730 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в отчете за прошлый месяц. В прошлом месяце они публиковали отчет, который базировался на показателях февраля, и они тогда говорили, что вот будет рост. Скромненький, маленький, но рост. А прогнозируемое снижение на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2026 года станет самым резким со времен пандемии, когда потребление топлива сократилось. Я замечу, что там вообще в отдельные периоды аж на треть потребление нефти падало, на треть. Но, да, средние показатели были более скромными. Вот. Виноград зеленый. И не нужен. Не нужен. Вот так, собственно, вся планета и скажет. Нет нефти, да и не надо, и не нужна. Но... Я предлагаю про итоги марта поговорить. Опять же, не мы тут уже что-то себе додумываем. Вот, уважаемое Международное энергетическое агентство, выгнанное за плохое поведение из зала заседания ОПЕК, вот о чем нам рассказывают. В начале апреля поставки через пролив оставались сильно ограниченными. Удивительно. Объем погрузки нефти и нефтепродуктов составлял в среднем около 3,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с более чем 20 миллионами баррелей в сутки в феврале, до начала кризиса. Экспорт по альтернативным маршрутам, в основном с западного побережья Саудовской Аравии, из Эмирата Эль-Фуджейра на восточном побережье ОАЭ, а также по трубопроводу ITP, идущего из Ирака в турецкий Джейхан, увеличилась с менее чем 4 миллионов баррелей в сутки до начала войны до 7,2 миллиона баррелей в сутки. Общие потери в экспорте нефти превышают 13 миллионов баррелей в сутки. Сокращение добычи и ущерб энергетической инфраструктуре в регионе привели к совокупным потерям в поставках более 360 миллионов баррелей в марте и 400, это прогноз, 440 миллионов баррелей в апреле. То есть совокупное снижение будет примерно 800 миллионов баррелей за апрель и март. Если свое особое мнение не выскажут представители хуситов в Йемене. Это нельзя забывать. Это Борис Леонидович сейчас намекает на вот эту точку поставки, которая называется западное побережье Саудовской Аравии. У западного побережья могут возникнуть действительно некоторые проблемы. Но тут обратите внимание, вот мы в этой студии, кстати, прошлым летом и в конце февраля, начале марта говорили о том, что если Ормузский пролив перекрыть, то в лучшем случае потери в поставках могут составить 10 миллионов баррелей в сутки, а в худшем 15 миллионов баррелей в сутки. Как мы видим, промежуточное значение. То есть, да, есть альтернативные маршруты поставок,
Но задействовать их, представить, что туда уйдет практически все, невозможно. То есть, смотрите, 13 миллионов баррелей в сутки. Это, если что, довольно скептически относящееся ко всему и вся, касающегося нефти и газа, Международное энергетическое агентство считает. Я думаю, там не учтено заявление Сауди Арамко о том, что после прилета чего-то непонятного на нефтепровод Восток-Запад объем прокачки снизился на 700 тысяч баррелей в сутки. Ну как? Вот, они же говорят, что 360 миллионов в марте, а в апреле будет аж 440. Возможно, посчитали это. Вряд ли. Кто их знает? Может быть. По крайней мере, в апреле снижение ожидается в большем объеме. Я, правда, тут не знаю, это они учли то, что Трамп тоже перекрыл Арбузский пролив. Раз все начали перекрывать, то и Трамп перекрыл. То, что реально происходит в Эмирате Эль-Фуджайра, где веселее всех себя чувствуют страховые компании. Размер страхового полиса в течение суток, стоимость страхового полиса в течение суток может меняться в 10 раз. С утра все хорошо, что-то прилетело, мы горим, срочно повышаем, мы потушили, больше ничего не летит, мы понижаем. Вот страховые компании там получают максимум удовольствия. А те, кому нужна нефть... Они тоже по-своему радуются. Может быть, радуются, что не все. Не на все обломки упали.